Доброе утро! Сегодня я расскажу, как я пролетел с пенсии, как фанера над Парижем. Так что устраивайтесь поудобнее. Мы находимся в городе Буэнос-Айрес, Аргентина. И сейчас мы находимся в районе Девото. Я сейчас буду ехать, вы смотреть на город Буэнос-Айрес, а я вам все подробненько расскажу. А вы мотайте на ус и ставьте лайки. Как было дело? 1 мая мне исполнилось 65, и я такой радостный, говорю, ну все, мы переходим в пенсионный возраст в Аргентине. Женщины 60, мужчины 65 в Аргентине могут идти на пенсию. Но для этого нужно 30 лет стажа в Аргентине. Это меня и подвело. То есть в каком духе? Я начал работать, я тоже живу уже 30 лет в Аргентине, но не работал легально, не платил пенсионный фонд долгое время. И только в 2014 году я открыл себе моноатрибута. Соответственно, 30 лет никак не набегает. Но тут была программа, о которой я рассказывал в одном из своих видео, о том, что недостающие года можно купить. Я рассказывал, эта программа сейчас уже закончилась, вот месяц назад. Дело в том, что я купил недостающие года, но не обратил внимания. Оказывается, их купил не все. То есть я купил все, которые мне дали, но там была фишечка, там было, что можно было, я не обратил этого внимания, купить только до марта месяца 2012 года. И я все купил, то есть больше просто не давали. То есть была такая программа, не все, что ты захотел, ты можешь купить, а только до вот этого вот именно числа, до марта 2012 года. И я тогда не просек и не просчитал правильно. А моя деятельность началась в 2014 году. И когда начали высчитывать, получается, мне не хватает 2 года и 10 месяцев. Из-за этого я полностью пролетел. Но я сейчас все буду рассказывать по порядку. Тут есть много тонкостей, интересностей. Так что давайте лайки и вперед. Слушаем дальше. Чипсы взяли? Значит, я теперь снова уже не пенсионер, а просто это самый мужчина в развитии сил. Еще 2 года и 10 месяцев. Потом будем снова пытаться пойти на пенсию. А пока нет. Пока мы работаем, снимаем видео, ездим на рыбалки, зарабатываем бабки. Едем. Значит, в чем прикол? Прикол в том, что ты должен по-любому иметь 30 лет стажа. Могу ли я сейчас пойти на пенсию без 30 лет стажа? Да, могу. Есть такая функция, где я могу, даже если у меня не хватает стажа, просто сейчас уйти. Но я буду получать 80% от минимальной пенсии, которая установлена всегда, только 80% от минималки. Плюс есть куча еще фишек вот по этой программе, которая типа 80% от минималки, что если таким образом уйдешь, тогда, к примеру, ты не имеешь права больше работать. А если ты уйдешь по-нормальному на пенсию, тогда ты можешь продолжать работать. И, то есть быть моноатрибутистом, еще там своим каким-то магазином заниматься, еще чем-то. То есть это большая фишка. Потом, другая фишка. Если ты взял вот эту минималку 80%, которую я и сейчас могу взять, то если я захочу или не захочу, но перейду, как говорят, во вторую виртуальную реальность, то семье эту ничего не дадут. То есть моя семья останется без моей вот этой 80% минималки. А если ты просто пенсионер в Аргентине, и ты пошел вторую реальность посещать, соответственно, там твои дети или твоя жена, они продолжают получать твою пенсию. Это второй такой из больших плюсов. Третий, если ты решил пенсионером в Аргентине, взял вот эту минималку, которую я рассказываю хоть сейчас, и захотел жить в Бразилии, в Чили, в Парагвае где-нибудь, то ты уже ее никуда не переведешь. То есть ты ее получать не будешь. А пенсию официальную ты можешь получать, живя в другой стране как пенсионер. Соответственно, все, я не хочу никаких минималок, я хочу нормальную, лучше я поработаю еще 2 года и 10 месяцев. Но теперь я кое-какие моментики хотел затронуть насчет того, что, не знаю, как в других странах, у нас можно было выкупить только вот до этого момента, до 2012 года, до марта 2012 года. Потому что вряд ли и в других странах есть такое, что ты можешь вообще не работать, а просто купить себе 30 лет стажа и все. То есть нет, какой-то период ты мог,
а какой-то ты должен все-таки и сам наработать. Не можешь ты просто так покупать, aby тебе в голову взбрело. Соответственно, вот потому меня немножко и не хватило. Но вопрос не в том, просто когда мы были там, девушка мне начала объяснять, которая оформляет, говорит, вот то, что вы выкупали, именно вот это, что вы выкупали. Если вы выезжали в тот момент, допустим, это я к чему говорю, может, многие тоже воспользовались такой фишечкой и не знают. Выкупили, к примеру, там себе 10 лет стажа, которые до 2012 года. А тут бах, оказывается, что они в эти года, когда они вот выкупленные года, они выезжали со страны больше, чем на месяц. Вот этот месяц автоматически из них будет потом тоже выпадать. То есть, к примеру, вы такие, мы тут живем в Аргентине, там была программа, я могу себе 10 лет купить, но в то же время ты там на год куда-то уезжал, так вроде ты и купил, но это все будет не засчитываться. То есть вот этот год у тебя выпадет из стажа. То есть если ты просто работал, и ты выезжал, и платил налоги, и вот пенсионный фонд, этого такого нет. А если ты вот в тот период, где ты выкупал, то если больше, чем на месяц, то тот месяц вылетает. Я выезжал только на 3 недели, я у них спросил, они говорят, нет, 3 недели не считается. Надо больше месяца. Если ты выезжал, тогда вываливаются твои выкупленные. Пропадает, сгорают твои очки, сгорают, ребята. Так что вот, что я вам хотел таких интересных фишечек рассказывать, оказывается, у нас в Аргентине, прикидываете. Но все равно выкупать это все было, конечно, интересно. И в каком плане интересно? Надо было сразу выкупить, вот сразу. Вот только пошел, там вообще было дешево, и сразу можно было выкупить. А почему? Потому что потом все время цена дорожала, и я вместо того, чтобы потратить $1500, в конечном итоге, наверное, потратил $4500, потому что сначала думал, что это все будет так себе продолжаться до бесконечности, потихонечку, инфляция будет съедать. Нет, нифига, инфляция съедать не будет, а цены дорожали. Но можно было сделать еще быстрее. Но если бы я этого не сделал, то сейчас бы мне вместо этого самого надо было бы еще лет 15, вместо 3 лет работы, еще лет 15 надо было бы работать. Соответственно, конечно, выгодно было войти в эту программу, выкупить вот эти дела. Так что вот, поздравлялки большие, поздравляйте меня с тем, что я теперь снова не пенсионер, и что мы будем продолжать так, как и делали все наши дела, только может даже лучше. Посмотрите, какая у нас осень. И еще некоторые моменты для тех, про жизнь в Аргентине, для тех, кто дослушал до этого момента. А кто не дослушал, потерял. Значит, что у нас тут решают сделать? У нас тут решают сделать так, что говорят, вроде мы доллар разрешили, вроде все, а люди вот как бы не несут доллары в банк, в расчет и во все, а все в них копят. Соответственно, тут быстренько посчитали, у кого, кто выпускает доллары? Штаты, правда? А у кого больше всего наличных долларов под матрасом зарытых? Именно не в банках, а налички. Оказывается, в России. В России больше всего налички. Это те, которые орут, нам доллар не нужен, нам доллар не то, нам доллар не сё. Второе, вот блин, вы знаете, из головы выскочило, у кого второе место. Прямо вот я смотрю еще и на дорогу, и как-то оно мне выскочило, у кого второе место. У Китая, Китая, вспомнил. И третье, знаете, у кого больше всего наличных долларов, это в Аргентине. Вот так-то, ребята. То есть не в Штатах. Штаты все в кредит живут, в долги. А вот наличку носят русские, китайцы и аргентинцы на 3-м месте. Соответственно, наше правительство говорит, что то, что наделало Бланкео. Бланкео — это когда ты типа такой сознательный чувак, берешь мешок с долларами, идешь в банк, отдаешь его, ложишь там на полгода и говоришь, вот мои доллары. И они говорят, ну ладно, тогда мы не будем спрашивать, откуда ты взял. Я уже про это рассказывал в предыдущих видео. Теперь они разрабатывают другую систему, я думаю, скоро это они объявят, о том, чтобы люди не боялись, чтобы за ними налоговая не гонялась, разрешить доставать свои карманные доллары и идти купить где-то себе там какие-то вещи, машину, типа пошел, купил машину, и типа налоговая не будет за тобой гоняться и спрашивать, откуда бабки ЗИН. Потому что никак не могут выманить, чтобы эти деньги пошли как-то в оборот. То есть они вот есть, но в оборот они как-то не идут, прикидываете. И, соответственно, что это значит? Это значит,
что, наверное, все-таки у правительства даже при всех этих кредитах все равно долларов не хватает. Все равно долларов не хватает, и теперь они даже решаются вот на такой шаг. Еще его не объявили, но все его уже очень бурно обсуждают, этот шаг, потому что просочилось, и скоро, наверное, нам это объявят. Прикидывайте. Вот вторая вам такая новость крутая. И третья новость, у нас первый раз за все время, что я живу, что-то подешевело. Прикидывайте, на ИПФ бензин был с 1 мая подешевел на 4%. Я уже не буду говорить о том, что сначала они его подняли на 1000%, а теперь на 4 подешевело. Крику, блин, посмотрите, типа подешевело. Офигеть. То есть был 1500 с лишним, стал... ну, не везде подешевел. Вот тут как был 1500, так и стоит 1500. Вон там заправочка. Вон там красненькие циферки светятся. Но на заправке ИПФ был 1500, стал 1400 с лишним. Вот, так что вот видите, значит, сдвиги куда-то пошли. Куда они пошли, мы толком не знаем. Скоро у нас еще будут эти самые выборы очередные, городские. У наших городских всяких там депутатов будем выбирать. Скажу вам честно, как посмотришь на депутатов, которые выдвигаются, у тебя выбор без выбора. Ну, все те, которых ты бы хотел, чтобы их вообще не было. Ну, вот все прямо. Вот кого не спрошу из своих знакомых, ну ни за кого никто не хочет голосовать, а других нет. А не выберешь ты хоть кого-то из этих, выберут другие. То есть, как бы, называется у нас voto en blanco, пройду пустую, проголосую, ну, типа, белую бумажку положу. Ну да, но с другой стороны, тогда можешь и не ходить. В принципе, ты выбора не сделал, за тебя сделают другие выбор. Ну, блин, ну, один другого лучше, ну, просто вот хоть себя выдвигай, ну, вообще пипец. Ну, вот смотришь, думаешь, ну, вот кого бы ты выбрал, ну, вот реально, ну, никого бы. Если бы еще какой-то кот избирался городской, или собачка вот какая-то городская, вот я бы, блин, за него проголосовал, представляете? Вот, ну, один лучше другого, просто, ну, вот на выбор. Так что продолжаем жить, продолжаем трудиться, ставить лайки, подписываться на канал и ждем новых видео. Всем пока!